клиники, где я могу ассистировать лично. Доброе утро, доктор. Будете ли вы рекомендовать своему ребенку пересадку волос? Это европейские волосы и европейский дизайн. Мы не должны быть все Брэд Питтами. Красота – это о пропорциях. Тот редкий случай, когда доктор участвует в извлечении графтов. Был именно тем, кто поменял правила игры, сфокусировавшись на дизайне и естественности. К идеалу, который навязал мир. Вы теряете качество, если делать более 2 операций в день. Иногда нужно потерять что-то малое, чтобы получить что-то большое в будущем. Что держит планку качества. Густота волос при пересадке зависит прежде всего. То же самое, что и делает доктор Заев. Можно даже сказать, дешевле турецкой. Но волосы – это то, что принадлежало вам. Косметология прямо на дому. При плохом дизайне пересадки нательных волос, да, именно так, это эмоциональное восстановление индивида. Дизайн макушки. Пациент с ВИЧ или же без. Уже в ближайшие 10 лет появится много всего нового. Если рассматривать топ стран цена-качество, это до сих пор Турция и Аргентина. В этих странах есть сформированный рынок, есть конкуренция, и уже из этого сформировавшегося рынка можно найти того доктора, который подойдет. Первая подготовка к операции. Сегодня я покажу клинику, которая лично меня удивила, и постараюсь объяснить, чтобы ты сам все увидел и понял. Для того, чтобы найти хорошую инвестицию, нужно покопаться, опираться на какой-то базис знаний, знать, как анализировать, уже вариться в этой сфере, и можно найти, которая сделает ваше вложение в эстетику инвестицией на многие-многие годы вперед. Полтора года назад я приехал в Аргентину и, честно говоря, удивился самодостаточному рынку, который сформирован здесь. Это клиники и доктора, которые не особо лезут в международный рынок, не сильно лезут на конференции, чтобы там себе найти местечко под солнцем и как-то прославиться. Они просто работают, получают отличные результаты и, скажем так, обслуживают свой испаноязычный рынок. Они ездят на конференции, чтобы узнавать, что нового происходит в сфере, возможно, покупать какой-то инструментарий, но все остальное у них присутствует. Это стиль и вкус, который зависит от видения и насмотренности. Да, я не рассказывал об этом ранее, потому что для меня очень важен фактор времени и анализ клиник на дистанции времени. Многие интервью до сих пор лежат на полке и ждут свое время. Я слежу за этими клиниками и наблюдаю. Помните, я ходил в клинику Smile Hair, и я очень поспешил с обзором. Такое ощущение, что как только клиника получила обзор, она воспользовалась этой возможностью очередного пиара, и как будто все абсолютно поменялось. Они получили дополнительную известность и просто превратились в конвейерную фабрику. Что может быть ужасней? Вместо докторов уже работают ассистенты. Те доктора, которые раньше стоили 2000, стоят уже 5000. Кривые линии, ненатуральные пересадки, ужаснейшая работа ассистентов. По сути, это колл-центр. И даже известны факты обмана. После того, как я заплатил, они начали как бы комбинировать с этой ценой. Они мне отвечают: посмотрите, это самое лучшее предложение, которое мы можем вам сделать. Ну, я понял, что меня как бы, просто разводят, видимо, пользуясь тем, что я уже не могу ничего изменить, билеты заказаны, как бы, что я и так соглашусь на эту цену. Посчитал, что я лучше потеряю эти 250 евро, но сохраню нервы и просто обращусь к услугам другой клиники. После этого я вернулся к тому, что было изначально. Я слежу за клиниками как минимум год, а то и больше. Если клиника показывает себя стабильно, об этом можно рассказать и вам. Я уже знаю очень много докторов и клиник, которых, возможно, никогда даже и не будет на моем канале. Уже огромная база данных и с результатами, и с изменениями в различных клиниках по всему миру. Сегодня я вам расскажу об аргентинском отделении клиники Alvi Armani, которая, по моему мнению, заслуживает внимания. Это как раз таки тот уровень клиник в категории цена-качество, который я ищу для вас. Alvi Armani – это комбинация фамилий от основателя Антонио Армани, фамилия мамы и фамилия папы-основателя, что в комбинации дает Alvi Armani. Alvi Armani – это клиника из Торонто, Канады,
которая специализировалась на пластических операциях, общей эстетике, и в один момент стала интересоваться пересадкой волос. Таким образом, они начали пересадку волос в Торонто, Канада. Изначально они работали с методикой STRIP, полостной методикой. Затем Антонио Армани был очень заинтересован новой методикой на тот момент, это методика FUE. Да, и кстати, в тот момент большинство клиник делали все-таки пересадки методикой FUT, полостной методикой. Напомню о том, что свои изучения я начал еще в 2020 году, начал с Турции, Стамбула, затем через год я уже изучал клиники Юго-Восточной Азии, затем после этого переехал в Аргентину. Теперь я также лично могу изучать клиники Латинской Америки. Помни о том, что мои оригинальные видео на английском языке ты можешь найти на моем англоязычном канале. So guys, today is day of SMP. На англоязычном канале будут интервью не только о пересадке волос, также об SMP, о лечении, регенерации волоса, системах волос. Множество полезной и нужной информации для тех, кто страдает от проблемы аллопеции. Чтобы ни от кого не зависеть, напомню о том, что все свои изучения и исследования я делаю за свой счет. И всего того, что поможет тем, кто страдает аллопецией. Чтобы у тебя была правдивая информация, которой нет нигде. Чем же он занимался? Он сконцентрировался на увеличении плотности пересадки волос. И второй важный аспект, которому он уделил особое внимание, это дизайн. Пересадка волос – это не просто что-то куда-то понатыкать. Очень важно получить максимально естественный результат. Аргентинские волосы очень похожи на наши волосы. Такой же и дизайн. Передняя линия направления роста волос, необходимая плотность, чтобы твой результат был не такой, как у некоторых клиник, как будто все их клиенты, я не знаю, из одного таксопарка. Очень важно сохранить и даже, возможно, подчеркнуть именно твою индивидуальность. То, что тебя делает отличным от других, а не одной овцой среди серого стада. Пересадка волос должна стать твоей инвестицией. И это про эстетику. У Антонио Армани итальянские корни. Он изучил множество касательно работ Марко Витрувия, Леонардо да Винчи о пропорциях человеческого тела и человеческого лица. Все свои знания и изучения, все это он вложил в свою работу в дизайн, особенно при моделировании передней линии. Также это касается наклона и плотности пересадки волос. Он был как открытая книга касательно всех этих знаний, громадный фундамент, основанный на его исследованиях. Затем, после своего успеха, а он стал успешным врачом в Торонто, Канада, он также открыл клинику в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Его клиентами были шейхи и клиенты Ближнего Востока. После этого он переехал в Соединенные Штаты Америки. Клиника в Беверли-Хиллз была основана в 1999 году, где он увидел огромные возможности для развития. К этому моменту у него уже были сформированы команды в каждой из этих трех клиник. Это то качество, которое в мире обычно стоит от 10, 15, даже 20 тысяч долларов. Ко мне уже прилетали ребята из США и делились о том, что самые дешевые, не самые лучшие клиники в США стоят от 10 тысяч долларов. Сейчас мы находимся в офисе Буэнос-Айрес, Аргентина, который покрывает Латинскую Америку. Также одна из клиник находится в Южной Африке, это Йоханнесбург. В Соединенных Штатах Америки офис представлен в Беверли-Хиллз. В ближайшее время также в Америке открывается клиника в Альбукерке и Юта. Если мы сравним стоимость пересадки волос в аргентинском отделении Альве Армани и Беверли-Хиллз, стоимость может варьироваться в 5 раз. Это уровень мировых дорогих клиник. А какие цены в США? Конечно, цены в Америке намного выше, кратно выше. Средняя цена 15-20 тысяч долларов. Что ж, наше отделение покрывает Латинскую Америку. Кстати говоря, одна из целей, почему я езжу на различные конгрессы, кроме обучения, просвещения, это поиск талантов. Медицинский директор доктор Родригес, он был тренирован лично Антонио Армани в 2010 году, если не ошибаюсь. 2 доктора у нас в Буэнос-Айресе, 2 доктора в клинике в Беверли-Хиллз, 1 доктор в Юте, возможно, 1 доктор будет в Альбукерке
и один доктор в Южной Африке. Хотел бы вас спросить, это одного уровня доктора в каждой из этих клиник? Здесь, например, и в Америке? Да, конечно, это одного уровня доктора. То же самое это касается и ЮАР. Если бы у нас не было в этом уверенности, мы бы не открывали новые клиники. Но просто представьте себе, что если мы сделаем стоимость в Аргентине такую же, как, например, в Беверли-Хиллз. Познакомьтесь, это доктор Родригес. Доброе утро, доктор. Как вы думаете, что вашу клинику делает особенной и отличной от других клиник? Конечно же, это дизайн, натуральность, естественность и, естественно, высокая плотность. Миллионный раз напомню о том, что пересадка волос – это эстетическая операция, и очень большое внимание нужно уделять дизайну. Натуральность пересадки волос основывается на видении. Для видения нужна насмотренность. Если вы начинаете пересаживать волосы безвкусно, от этого уже будет сложно отучиться. Порой невозможно изменить манеру пересадки волос. Таким образом, если вы начинаете делать пересадку волос, чтобы просто пересаживать волосы, таких клиник очень много по всему миру, и волосы определенно вырастут. Но как? Так, сейчас как раз посмотрим. Думай не только о том, что ты получишь через год для чего-то портфолио, думай о том, как ты будешь выглядеть не через год, а через 5, через 10 лет, и как ты будешь выглядеть в старости. Почему, дедушка, у тебя вот такие вот непонятные волосы с непонятным дизайном роста? Намного сложнее фокусироваться на дизайне и естественности, потому что для дизайна нужно намного больше времени, но нужна насмотренность. Нужна насмотренность и видение. Это не просто техника. Если в целом вы не очень понимаете, что такое дизайн и что такое красота, то ваша пересадка волос просто превратится в техническую операцию. Мы сфокусированы именно на дизайне. И, как мне кажется, достаточно успешно. Дизайн и пропорция. Антонио Армани был именно тем, кто поменял правила игры, сфокусировавшись на дизайне и естественности пересадки волос. Vitruvian метод, да, мы фокусируемся на пропорциях, потому что красота – это не про то, какого у вас цвета глаза, какие у вас волосы, вы блондин или нет, или, может быть, какого вы роста. Не в этом дело. Мы не должны быть все Брэд Питтами. Красота – это о пропорциях. Таким образом, если вы сфокусируетесь на пропорциях, ведь у каждого свои пропорции лица, и именно то, правильно ли вы подберете свою фронтальную линию, будет зависеть результат. Уважайте пропорции лица. Мне как фотограф, портретисту эта концепция очень близка, и я надеюсь, вам тоже станет намного яснее, когда вы в это вдумаетесь. Наши глаза обычно видят красоту, когда мы видим определенные пропорции, наблюдая за объектом или персоналией. Именно это и есть учение Марка Vitruvian. Именно пропорции он сделал основным фактором, чтобы найти именно тот идеальный результат. Я уже говорил о том, что аргентинские волосы очень схожи с нашими. Толщина, плотность, направление волоса, пропорции лица и передняя линия. Это не турецкий линий чайка, один дизайн для всех. Это не азиатские модные линии, которые точно тебе не подойдут. Это европейские волосы и европейский дизайн. Именно поэтому многие европейцы, которые знают об Аргентине, летят именно в Аргентину, а не в Стамбул. Ну и, кстати говоря, дизайн макушки. Если вы посмотрите на работы турецких врачей, вы поймете, что практически невозможно найти врача, который делает макушку согласно того натурального направления, которое у вас был в детстве. Чаще всего волосы у нас на макушке растут вот таким вот образом. Как часто сажаются волосы в Турции? Вот так. Как вы выбираете докторов, которые будут работать в клинике? Мы тестируем их, рассматривая претендентов не только как технических ассистентов. Мы рассматриваем их артистические способности и видение. Клиника обучает персонал и своих докторов конкретно под себя и под свои
нужды. Каждого доктора, в которого мы хотим вложить знания и обучить, мы предпочитаем докторов без опыта в пересадке волос. Я больше сфокусирован на принципе и способе обучения. Отношение к команде, воспитание команды, вера в свою команду. Это тоже очень важный критерий, по которым можно оценивать концепцию, философию бизнеса и подход к самому клиенту и качеству. Потому что мы хотим обучить таким уникальным способом, с которым мы работаем сами. В другом случае это может быть очень проблематично избавиться от тех навыков. Согласен. Буэнос-Айрес – одна из самых красивых столиц мира, где огромное значение уделяется именно художественному воспитанию людей. И, кстати говоря, социальная политика здесь направлена не на создание поребрики, красивых остановок, а именно на культурное воспитание людей. Это бесплатные театры, выставки, музеи, различные школы, колледжи, университеты для того, чтобы люди развивали в себе видение. Если у вас есть видение и собственная культура, вы можете построить все остальное сами. Если вы учитесь и научились играть на инструменте, или вы, например, скажем, спортсмен и обучались этому 5 лет, вы уже привыкли к определенным движениям, которые вы делаете на автомате. И, к сожалению, не все эти движения верны, и очень тяжело порой от них избавиться. Всему остальному мы можем научить, вложить все наши усилия, чтобы сделать именно высококвалифицированного доктора, который будет делать не просто техническую работу. Этот момент очень интересный, потому что, как вы видите, здесь обучают не просто рабов, которые будут, собственно, вкалывать на эту клинику с возможностью их неразвития в конкурентов. Я был во множестве клиник лично, разговаривал как с докторами, так и их ассистентами и теми, кто работает на них. Так вот, одна из основных проблем любого бизнеса, любого доктора – это боязнь того, что кто-то из их персонала вырастет в конкурента. Именно из-за этого многие клиники обучают свой персонал как крепостных, а не как личности. Ну и чаще всего именно они и уходят. Есть ли какие-то гарантии того, что тот доктор, которого вы обучили, не уйдет куда-то в другое место? Что ж, наша ответственность – это создать такие условия и такое место, где ему будет комфортно, удобно и где он будет любить свою работу. Это и есть способ. Крепостные не могут творчески мыслить и создавать, понимать, что такое стиль, изящность, делать какие-то уникальные работы. У крепостных крепостное мышление. Как долго занимает обучение ваших докторов? Около 1,5 лет. Клиника создает рабов и крепостных или же развивает личности, что будет обязательно оказывать влияние на результативность. Мы стараемся извлекать не более 3500 графтов, максимально защитить донорскую зону. Это извлечение 3500 графтов, максимум 4000 графтов. На самом деле для меня после турецких клиник это небольшое количество, как вы знаете, мы иногда пересаживаем и 5000 графтов, иногда даже 6000 графтов. Очень важно проанализировать полностью ситуацию, то, что есть, какой возраст, какие заболевания, какая динамика выпадения волос, какой донорский запас и так далее, что мы рассматриваем всегда в детализированных консультациях. Затем составление плана в зависимости от всех этих факторов. Третий момент – моделирование передней линии, потому что передняя линия очень важна при пересадке волос. Это то, с чем вы будете жить. Для кого-то это не супер важно, для кого-то это важно. Следующий момент – выбор клиники, правильного доктора под ваш конкретный кейс, потому что клиники друг от друга отличаются, точно так же, как и доктора могут отличаться друг от друга по своей какой-то специфике. Кто-то закрывает очень хорошо большие и огромные зоны аллопеции, кто-то фокусируется именно на передней линии, создает уникальные передние фронтальные линии, которые неотличимы от тех голов, где не было пересадок волос. Кто-то очень хорошо уплотняет те волосы, которые, в общем-то, прорежены равномерно и так далее. Под каждый кейс нужно выбирать правильную клинику, правильного доктора со своей командой, кто воплотит правильно составленный план в жизнь, и вы получите результат.
So Maximus FEE was a extraction of 3,000 Максимум 4000 графт за одну процедуру. in one procedure. Это максимум, который вы можете извлечь. Все зависит от донорской зоны и от плотности роста волос. И да, потому что нам важно защитить донорскую зону. Ведь от этого будет зависеть заживление донорской зоны. Тут в зависимости от плана операция разбивается на несколько этапов. Это могут быть 2 операции, могут быть 3 операции, которые даст вам максимальный результат, но с концепцией двойного, тройного подхода. Мы стараемся опираться на планирование. Большие зоны мы покрываем в течение нескольких операций. Чем лучше мы сохраним донорскую зону, тем быстрее мы сможем произвести повторную пересадку волос. Все зависит от конкретной ситуации, от возможности это сделать. Это делается для того, чтобы максимально снизить визуальное понимание того, что вообще была сделана пересадка волос на донорской зоне. Через какой промежуток времени вы можете повторить пересадку волос? При быстром восстановлении уже через 3 месяца. При обычном восстановлении около 4 месяцев. Если же у пациента донорская зона восстанавливается медленно, уже через 5-6 месяцев. То же самое, что и делает доктор Зарев. Насколько важно планирование перед пересадкой волос? Чрезвычайно важно. Ведь достаточно часто клиенты делают пересадки волос по эмоциональным соображениям, не изучая материал, не думая о дизайне. В этом случае мы берем все в свои руки, мы делаем план. Благодаря этому можно получить хороший и отличный результат. Doing the surgery is going to be better. Пересадка нательных волос. Здесь это также возможно. Достаточно много запросов по поводу пересадки нательных волос? Да, именно так. Можете рассказать побольше об этом? Потому что в Турции, например, этого практически не делают. Есть различные дополнительные зоны для извлечения волос. Если вы берете волосы с подбородка, это одно. С груди это другое. Ноги, руки – совсем другой случай. Обычно зоны подбородка мы сможем взять до 1000 графт. Конечно, это зависит от плотности и ситуации. Что касается нательных волос, обычно до 1000, порой 1500 графт. Мы извлекаем нательные волосы и панчим намного меньшего диаметра. Если это не учитывать, то можно оставить достаточно большие шрамы на коже. Эти волосы используются для дополнительного объема и закрытия определенных зон. Обычно это теменная зона и макушка. В общем-то, это неплохая альтернатива при достаточно низкой плотности. Но эти волосы ни в коем случае нельзя использовать для передней линии. У них нет нужной мягкости. Вы смешиваете все волосы. Да, таким образом получается лучше. И именно для увеличения объема или для покрытия не самых заметных зон. Почему тут это возможно, а в Турции это невозможно? В Турции многие клиники, к сожалению, бьются за поток. Клиники, подобной этой, смысла в этом нет. Потому что с такой философией и концепцией 2 клиента в день получить, совсем несложно. Почему бы тогда не получить для этого клиента максимум? Сколько же вам нужно пациентов, чтобы ваш бизнес был успешным? Просто успешным. Пускай не супер успешным, а просто успешным. Вам нужен всего лишь 1 клиент в день. Это минимум. Вы согласны со мной? Можно создать клинику на хайпе, когда абсолютно пустой рынок, как сейчас происходит в России, огромное поле, санкции, многие не могут выехать, и вот на вот этом поле, что бы ты ни посеял, оно вырастет. Но может прорасти сорняк, может прорасти красивая роза, все зависит от того, на что ты ориентируешься, на 3 красивые розы или на целое поле полугнилой картошки. Чем больше картошки, тем больше прибыль. В то же время больше ресурсов нужно, чтобы контролировать это поле, чтобы возделывать, чтобы получить результат. И первые годы может казаться: вау, я землевладелец, я единственный, кто производит столько много картошки. Может, это гнилая картошка. Все, что дает вам, определенное спокойствие и умиротворение, знаете, такое чувство внутреннего комфорта и при этом уверенность. И когда вы делаете операцию, вы просто счастливы и уверены в своей работе. Вы не нервничаете, вы спокойно видите результаты восстановления месяц за месяцем.
Все это также дает оптимизм и пациенту, и, как правило, правильный, хороший результат. have a better outcome. Это не будет миллионный роз, это будет 3, 5, 10 роз. То количество, за которым можно объективно следить и вырастить что-то, что будет абсолютно иным, чего еще нет в мире. Понимаете, в чем разница концепции? Для меня основой является качество процедуры. В этом и есть разница. I prefer И я предпочту скорее поднять стоимость. higher in the price. И я вам объясню почему. До сих пор я продолжаю инвестировать в исследования и саму процедуру. Я хочу, чтобы наши операции были уникальны в своем качестве относительно множества клиник во всем мире. Мезо, PRP, карбо, экзосомы, стволовые клетки. И это не просто ассортимент клиники, чтобы что-то вам предложить. У нас уже есть лаборатория в Беверли-Хиллз, которая раньше была прямо в клинике по пересадке волос. Сейчас это отдельная лаборатория. Мы также проводим множество исследований для того, чтобы поддержать и лечить волосы. Мы комбинируем различные формулы и способы для получения результата. Те средства, которые помогут вам сберечь волосы. Если вы живете здесь, иногда можно просто походить на эти процедуры в зависимости от того или иного случая, и не нужно делать никакую пересадку волос. Давайте предположим, есть тонкие волосы, толстые волосы, тонкие и так далее. Что за такие тонкие волосы? Это могут быть волосы, которые мы лечим фенастеридом, миноксидилом, или волосы, которые мы не лечим ничем вовсе. Но если же эти волосы вы лечите фенастеридом, в таком случае при пересадке волос мы должны быть очень аккуратны. При лечении фенастеридом мы должны позаботиться об этих волосах и обойти их в пересадке волос. Ведь они полны потенциала для роста. И используя фенастерид или другие производные для лечения, уже через какой-то момент времени они могут стать в ряд здоровых волос. Это потенциальные волосы, которые могут быть восстановлены. Те, кому эти процедуры действительно могут помочь после пересадки волос до или между, также имеют место быть и рассматриваются в зависимости от конкретной ситуации и в зависимости от того, что в том или другом случае поможет. Таким образом, все очень зависимо. Тонкие и слабые волосы можно, с одной стороны, обойти и имплантировать волосы вокруг, но если они лечатся фенастеридом. В противном случае, если мы просто обойдем эти волосы и они без лечения, тогда мы просто получим низкую плотность уже через несколько месяцев после пересадки. Почему бы тогда не получить для этого клиента максимум? Сейчас у нас также будет клиника в Юте, США. Мы растем. И то, что мы делаем, мы фокусируемся на качестве. И в зависимости от расположения клиники мы варьируем нашу ценовую политику, а также количеством операций. В Буэнос-Айресе мы проводим максимум 2 пересадки волос в день. Для нас этого достаточно. Как вы видите, за 4 года я мог бы нанять уже штат людей, которые делали бы для вас консультации, что-то бы вам продавали. Нет, каждую отдельную консультацию я провожу сам. Да, у меня ограниченное количество, 6 консультаций в неделю, 2 срочные консультации. Для меня этого достаточно не в количестве дела, а в качестве. Вы теряете качество, если делать более 2 операций в день. Это мой опыт, то, что я видел, то, что я продолжаю видеть, причем в разных клиниках. Вы не можете контролировать. Очень много моментов, связанных с человеческим фактором. Долгосрочный бизнес основан на качестве. Чтобы соблюсти качество, за ним нужно следить. Как вы можете следить за огромным количеством пересадок в день, будь то 10, 20 или 60? Будет ли это такое же качество, сравнивая с клиникой, где делается 2 пересадки в день? Это концепция бизнеса. Кстати говоря, одна из причин, почему я чаще доверяю именно клиникам, которые играют в долгую и семейным бизнесом, потому что это не просто бизнес, это то, что может передаваться из поколения в поколение. И крайне важно создать и поддерживать
свою репутацию и свой имидж. Ну и покажу вам несколько работ местных клиник, чтобы вы не думали, что здесь прям все так идеально и все клиники одинаково хороши. Причем клиник и докторов, которые делают вот такие ужасные работы, ежегодно становится все больше и больше. Я был в таких клиниках. Кстати говоря, в Аргентине очень развита косметология прямо на дому или прямо обустройство офисов в чьих-то квартирах. Ну, окей, ладно, если вы идете там сделать депиляцию и вы сразу видите результативность, ладно. Но то, что касается вашей инвестиции и вашего будущего внешнего вида, об этом стоит подумать. Вот кто будет жить в этой квартире через какое-то время, когда вдруг вам захочется пожаловаться? Отсутствие обучения, навыков, нету техники, видения, не говоря о полном нарушении гигиенических норм, касательно как кабинетов и клиник, так и процедур, включая саму операцию по пересадке волос. Как правило, это фрилансеры и ассистенты. Это точно не то, что нужно доверять эстетической процедуре. И затем мы получаем расковерканную донорскую зону. Коммерция, конечно, заставляет людей иногда прыгать выше их чести, совести и создавать какие-то клиники, основанные на предпринимательстве, без полного осознания того, что это все-таки эстетическая сфера. Здесь нужен опыт и эстетическое видение, и их комбинация для получения нужного хорошего результата. Некоторые из них предлагают пересадку волос с помощью роботов Artes. Робот Artes, по моему взгляду, не подходит для пересадки волос. Остаются слишком большие следы, также не может работать с волнистыми или светлыми волосами. В чем смысл? Почему кто-то хочет, чтобы машина-робот создавала эстетический дизайн для человека? Уже в ближайшие 10 лет появится много всего нового. Искусственный интеллект и роботы могут заменить человека. Это возможно. Ведь уже искусственный интеллект даже создает картины. Именно так. Многие люди в течение ближайших 10 лет потеряют свою работу и свой бизнес. Также я хотел бы вас спросить по клиентам ВИЧ-позитивным. Не делаются исключения для пациентов, у которых есть ВИЧ. Если это контролируемо, то никакой проблемы нет. Если есть проблема с уровнем лимфоцитов и вирусная нагрузка, тогда это может создать проблему, причем не только для пересадки волос, а в целом для здоровья пациента. Не для нас, потому что это может нести высокий риск инфекции для самого пациента. Если же все под контролем, то, конечно же, нет никаких оснований для отказа. С нашей стороны ничего не меняется. Все наши процедуры основаны на медицине. Это все те же клиенты с теми же правами и не выделяют, как, например, делают в Турции некоторые специальные команды, которые работают с ВИЧ. Честно говоря, от этого мне иногда становится прям стыдно за сферу медицины, когда сами медики сегрегируют людей по каким-то признакам, будь то ВИЧ или нет. В конце концов, уже 2024 год, и люди с ВИЧ могут жить точно такой же полноценной жизнью, как и все остальные. Вы делаете тесты прямо в клинике? Обычно мы просим сделать тесты до того, как пациент приезжает в клинику. Ведь бывают даже случаи, когда пациенты этого не знают. Или же пациент может утаить тот факт, что он не лечится. Также некоторые анализы вам нужно будет сдать, когда вы еще находитесь дома. Прежде всего, это важно для самого пациента, не для нас. Потому что для нас вся процедура, включая все гигиенические нормы, изо дня в день одинаково, включая безопасность всех наших операционных команд. Вне зависимости от того, пациент с ВИЧ или же без. Все зависит от того, контролирует ли сам пациент свое здоровье. А вы, кстати, заметили, что многие доктора, которые делают пересадку волос, персонал, который работает в клиниках, лысые? Не задумывались ли, почему так? Причем некоторые клиники, которые гордятся своими техниками, методиками, посещают множество форумов, конгрессов, а сами ходят лысые. Вот напишите в комментарии, почему. Ну, если вам будет интересно, я также запишу видео и расскажу свою точку зрения на вот этот вот нюанс. Тут, как и во всех дорогих хороших клиниках, используется микроскоп. Это гарантия того, что твои графты будут разделены на одиночные, двойные, тройные. И на твоей передней линии будут только одиночные графты. Это практически нереально получить в клиниках бюджетом менее $5000. Но здесь это стандарт.
Например, если у клиента очень хорошая донорская зона, какую плотность пересадки волос можно воссоздать? Густота волос при пересадке зависит прежде всего от донорского запаса, от качества самого графта и от поверхности засадки. Таким образом, это зависит от количества графтов, которые мы можем извлечь из донорской зоны, чтобы воссоздать волосяной покров. Конечно, я могу сказать, лучшая густота это 20, 40, 50, но все ведь зависимо. Это можно сказать при идеальных данных, но далеко не у каждого клиента есть достаточное количество донорского запаса, чтобы получить максимальную плотность. Поэтому все зависимо. Или может быть даже более важно, чем сама плотность. Это дизайн. Ведь при несоблюдении дизайна, в том числе наклона, направления волоса, неважно, если вы даже пересадите большое количество графт, при плохом дизайне волосы могут расти в неправильном направлении. Меж тем свет будет всегда проникать под волосы и подсвещать вашу лысину. Поэтому обычно мы можем компенсировать невысокую плотность соблюдением правильного дизайна. Но сама плотность очень зависит от донорского потенциала и, конечно же, поверхности, которую нужно закрыть. Если это небольшая площадь и у вас отличный донорский запас, густота пересаженных волос может создавать визуальный эффект того, что у вас никогда и не было проблем с волосами. Почему нет и, скорее всего, никогда не будет топ-листа клиник, которые я могу порекомендовать? Элементарно, каждой клинике я присматриваюсь какое-то время, это минимум год. И бывает даже за этот год очень много всего меняется, не говоря уже о продолжительности 2, 3, 5 лет. Как вы видите, я даже прекратил делать выпуски о клиниках именно по этой причине. Уж слишком изменчивый мир. Вся самая свежая и актуальная информация всегда находится вот здесь. Можно ли пересаживать пересаженные волосы? Не рекомендовано. Лучше делать коррекцию теми волосами, которые у вас есть на донорской зоне, при этом небольшим количеством графт. Даже если этот запас очень ограничен, в количестве 1000–1500 графтов можно исправить и воссоздать переднюю линию, сделать своеобразный редизайн. Если же мы будем пересаживать пересаженные волосы, это оставит шрамы, ведь на этом месте уже есть рубцовая ткань. Наша индивидуальность – это уникальный набор отличий. В современном мире, к сожалению, люди часто эти индивидуальные особенности воспринимают как недостатки. А очень зря. И часто превращают себя в Барби или в тех самых Кенов, а затем в одиночестве не понимают, что пошло не так. Ведь они близки к идеалу, который навязал им мир. По моему личному мнению, наша индивидуальность – это мера отклонения от того идеального, к которому готовит нас мир. Какое место занимает пересадка волос для вас в вашей жизни? Пересадка волос – это очень хороший вопрос. Для меня это эмоциональное восстановление человека, который, как сказать лучше, как же это правильно выразиться? Человека, который, возможно, сильно переживает, в депрессии по причине потери волос. Например, для меня разница от любых других эстетических процедур, пересадка волос, касается того, что мы потеряли. Это не про приобретение чего-то, чего у нас никогда не было. Если вы, например, изменяете свой нос, вы получаете что-то. Вы видоизменяете губы, вы также приобретаете что-то. Если вы имплантируете груди, точно так же вы получаете что-то, чем вы никогда до этого не обладали. Но волосы – это то, что принадлежало вам, и вы наслаждались этим до определенного момента в жизни, и затем вы это потеряли. Таким образом, для меня восстановление волос
Это эмоциональное восстановление индивида. В итоге это как вознаграждение. Это грандиозно. Золотые слова. Мы не требуем того, что нам не принадлежало. Мы возвращаем то, что у нас было. И люди меняются не только эмоционально. Пересадка волос мотивирует людей порой становиться лучше. Бросать курить, худеть, кушать здоровую еду, начинать правильно питаться, даже становиться более открытыми к миру, заводить новые отношения. Множество аспектов жизни. Возвращение чего-то, что вам принадлежало. Обобщив, можно сказать, что пересадка волос меняет жизнь. 100% да. Типовому «Жигулю» подойдет любая однотипная болванка с завода. Люди типа 1 к 1 ищут не идеальных партнеров, которые идеальны для всех, а счастливы мы с теми, с кем складывается пазл. И в какой-то момент времени мы понимаем, что мы самые счастливые люди на планете. Хотя, может быть, этот человек совсем не идеален. Аргентина, Буэнос-Айрес. Напомню о том, что я чекаю клиники не только в Турции, я чекаю докторов прежде всего по качеству, по именам, то, что они делают, и по их работам. Поэтому сейчас нахожусь в Буэнос-Айресе, Аргентина, и иду чекать очередную клинику. Что я чувствую сам, когда люди приходят в нашу клинику? Иногда я это чувствую больше, иногда люди это не демонстрируют так открыто, но они чувствуют что-то особенное. Парадная. Клиника находится где-то на 2-м этаже. Уф, вот это да. Вы только смотрите. Я как будто бы в музее нахожусь. Клиенты ощущают, что это что-то иное. Первое ощущение у меня было, как будто я попал в музей. И что значит музей? Это что-то, что передается из поколения в поколение, что держит планку качества, эстетики и, я бы сказал, вне хайпа, вне моды, что-то, что вы сможете оценить и сейчас, и через год, и через 5, и через 10. Очень круто, очень стильно. Это прям... Мы реально как будто бы находимся в музее. Старый дом, очень красиво, стильно. И они чувствуют это. И каждый день я работаю над тем, чтобы не потерять это чувство. Это и есть мой путь. Результат – это именно то, что они ищут. Но вот это вот чувство, глубокое чувство, это то, что я не хочу потерять. И работаю над этим каждый день. Потому что это не просто бизнес, это философия, у которой есть фундамент про эстетику, чувство стиля, вкуса, качеством и тем небольшим количеством работ. Вот эти вот эмоции были у меня, когда я пришел впервые в клинику. Иногда нужно потерять что-то малое, чтобы получить что-то большое в будущем. Очень важно развивать свое эстетическое видение именно насмотренностью. То есть вы можете ездить на конгресс. На конгрессы ездят не только для того, чтобы получать знания о каких-то новых технологиях. В принципе, ничего нового так часто не выходит, но некоторые доктора, если вы заметите, они ездят на каждый абсолютно конгресс. Значит, что-то у них не получается. Я знаю, что у них не получается. Эстетики. У них нет видения, и их работы часто, вне зависимости от их цены, выглядят как дешевые турецкие клиники. Что-то не получается. Чаще всего вопрос не в технологии и не технике, а именно о способности иметь эстетическое видение и стиль. Можно ли опознать пересадку волос на улице? Если вы в этой сфере, тогда вы обучены этому. Но ведь тут даже нет дела в том, чтобы определять плохие работы, когда это очень заметно. Но когда результат очень-очень хорош, тогда практически невозможно определить. У вас есть дети? Если у меня дети? Да. В случае, если ваш ребенок потеряет волосы, будете ли вы рекомендовать своему ребенку пересадку волос? Конечно. Что ж,
Что ж, зависимо. Depends. Прежде всего, это не мое решение. Это решение каждого отдельного человека. Разделим на две категории людей с проблемой аллопеции. In this Скажем так, в мире трансплантации волос. there's a person that Есть люди, I think that которые all очень the people заботит bother то, что они getting bald потеряли волосы or lose hair. или продолжают терять волосы. But there's a percentage Но есть of ведь и people that люди, cares которых enough не to do очень something заботит их лысина, or и don't они care не думают enough о пересадке волос. to do a hair transplant. Таким образом, If my если мой ребенок, any of them любой из них, is если suffering, кто-то из них будет страдать из-за проблемы аллопеции эмоционально, тогда, конечно, я порекомендую сделать пересадку волос. but if they Но если don't для care них at это не all, будет проблемой, конечно же, я воздержусь. Ведь пересадка волос не нужна тому, кого не беспокоит care, их лысина. Это не поменяет ничего в их жизни, because they don't потому feel что они не чувствуют, что для них это какая-то проблема. Как сказать? У них нет никакой эмоциональной проблемы в связи с отсутствием волос. diminished by the hair loss. So И вот здесь и находится граница, that которая меняет все. То, что, собственно, я всегда говорю на консультации. У вас должен быть свой внутренний запрос. Не вашей жены, не ваших детей, а именно ваш собственный запрос на то, что вы хотите сделать пересадку волос, что вы к этому готовы, что вас что-то тревожит. И вы понимаете, что с пересадкой волос качество вашей жизни улучшится. И это будет очень хорошей инвестицией. Great. Что ж, Thank you so спасибо. much. you're welcome. Помните, пожалуйста, о том, что все видео, которые вы смотрите, я делаю сам. Подбор тем, поиск финансирования на свои поездки. Как вы видите, в моем блоге нет никакой рекламы, чтобы вам ничего не навязывать. У нас нет никаких донатов. Все, что поддерживает блог, это те услуги, которые я стараюсь отрабатывать сполна. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайк или, если вам не нравится видео, дизлайк. Не забывайте и про комментарии. Именно комментарии засчитываются YouTube как ваша вовлеченность, и видео может продвигаться. На сегодняшний день мне очень нравится эта клиника, но много показывает практика. Не факт, что в следующем году, может быть, даже через несколько месяцев клиника не испортится, и мне не придется предупреждать вас о том, чтобы вы были осторожны, как, например, было уже с некоторыми клиниками. На сегодняшний день, включая 1,5 года с момента первого чека, клиника мне лично очень нравится. Я даже сделал специальные сноски, топ-14 моментов, чем эта клиника отличается от многих других клиник. 2 операции в день. Очень редкое явление, когда философия бизнеса отделена от жадности. Второй момент. У каждого пациента свой доктор со своей командой. Причем я сделал специальную выписку о том, какова роль доктора. И она очень сильно отличается от других клиник. Даже само фото доктор делает сам. Доктор лично делает тебе анестезию. Причем не как во многих клиниках вот такими вот иглами, а специальными тонюсенькими инсулиновыми иглами, чтобы тебе было не так больно. Да, это занимает не 5 минут, как в Турции, а 15, иногда 20, но зато для тебя это минимально болезненно. Далее, это тот редкий случай, когда доктор участвует в извлечении графтов. Открытие каналов, причем достаточно секретным способом, который не везде можно увидеть в клиниках. Более того, на следующий день доктор лично моет твою голову, чтобы убедиться в том, что все нормально. По поводу дизайна передней линии. Мы согласуем дизайн с тобой, я делаю моделирование передней линии, ты выбираешь, и затем я лично согласовываю переднюю линию с доктором. То есть на тот момент, когда ты будешь в клинике, для тебя уже будет все готово. 5. Клиенты клиники — это не арабы, не турки, не китайцы, не азиаты, это именно европеоидный волос и европеоидный, скажем так, дизайн, который подходит также и славянам. В клинике используется микроскоп. Для чего это нужно? Чтобы разделить графты на одиночные, двойные, тройные, четверные и быть точно уверенным, что у тебя на передней линии только одиночные графты. Это практически невозможно найти в клиниках ниже бюджетом $5000. Все, что связано с пересадкой более 3500 графтов, разделяется на этапы. Плюс это или минус, все зависит от планирования, которое мы обычно с тобой разбираем на детализированных консультациях. У клиники своя лаборатория, где они делают исследования, и для тех, кому подойдет
лечение, прежде всего можно пройти лечение. Это экзосомы, стволовые клетки, в то время как весь мир гудит по поводу этих технологий, здесь просто делаются исследования и применяются без дополнительного шума. Для клиентов Switch, к сожалению, в Турции многие клиники отказывают вам. Здесь, как и во всей Латинской Америке, разницы абсолютно нет. Тут также могут быть применимы и нательные волосы, чего практически не встретить в Турции. Опять-таки из-за чего? Из-за потока. Ну и один из самых главных моментов – стоимость. Это клиника мирового качества, которая стоит обычно в мире около 15-20 тысяч долларов. Тут же стоимость, можно даже сказать, дешевле турецкой. Тот момент, что я могу лично тебя сопровождать, что я делаю сейчас абсолютно для всех гостей. Философия бизнеса, основанная на идее и эстетике. Почему очень много жалоб на турецкие клиники? Потому что основная идея – это масштабирование и заработок максимального количества денег, на всякий случай, на будущее непонятно, сколько та или иная клиника будет существовать. Здесь же от обратного. Здесь сильный фундамент и уверенное качество. Ну и в конце концов, Аргентина очень красивая страна. Для меня это топ-5, потому я здесь и живу. И эту страну стоит увидеть. Мне никто не проплачивал за это видео, и я не заставляю вас лететь сюда. У клиники 2 клиента в день, и для клиники нет проблем найти клиентов. Честно говоря, для меня это та самая возможность для ребят, которые многие годы ищут мировое качество и по приемлемой цене. Я не знаю, как долго продлится эта возможность, но на данный момент, как мне кажется, это грандиозная возможность. Но для тех, кто готов ею воспользоваться. Пока я нахожусь в Латинской Америке, я могу себя лично ассистировать в клиниках Аргентины, Монтевидео, Уругвай, Мексики. Что ж, главное, чтобы колосилось, и до встречи в Аргентине, в Буэнос-Айресе.